Здравствуйте, я ветеринарный врач Первухина Ирина, специалист ультразвуковой диагностики. Работаю в ветеринарной клинике «Белый клык». Я веду курс по ультразвуковой диагностике собак и кошек. Курс состоит из лекций по анатомии, технике ультразвукового исследования органов брюшной полости, обязательных вскрытий и практических занятий. Исследование печени. Печень – это большой орган, спрятанный под реберьем, закрытый желудком с большим количеством газа. Этот орган сложно исследовать. Исследовать его надо целиком, как и любой другой орган брюшной полости. Для продольных срезов печени устанавливаем датчик вдоль собаки, в сагитальной плоскости тела. Направление лучей краниодорсальное. Давление на датчик значительное. Мы видим на экране диафрагму, ткань печени и желудок. Заглядываем под правое подреберье, плавно скользим, и под левое подреберье. Здесь удобно посмотреть край печени. У этой собаки он острый, печень не увеличенная. Для поперечных срезов печени переворачиваем датчик на 90 градусов против часовой стрелки. Также остаемся в области мечевидного хряща. Маятникообразно качаем датчик. Фронтальная плоскость, сердце, печень, косой срез и поперечный срез. Заглядываем под правую реберную дугу. Также маятникообразно качаем датчик. У нас появилась 12-перстная кишка. И под левую реберную дугу. Желудок. Хорошо посмотреть желчный пузырь справа налево, полый орган, сверху вниз. Доходим до порта печени. Обязательно надо обратить внимание на портальную вену с белыми стенками. 12-перстная кишка в этой области. И выводим каудальную полую вену. О, вот она, наконец-то, черная вена. Угу. Таким образом мы провели исследование печени. Датчик устанавливаем в области мечевидного хряща для продольного сканирования. На экране мы видим диафрагму, ткань печени и желудок. Наклоняем датчик под правую реберную дугу, под левую реберную дугу появляется желудок, край печени острый. Возвращаемся в область мечевидного хряща, переворачиваем датчик на 90 градусов против часовой стрелки. Давление на датчик значительное. Маятникообразно плавно качаем. Фронтальный срез, косой срез, поперечный срез. Заглядываем под правую реберную дугу, появляется желчный пузырь. Также маятникообразно качаем. Под левую реберную дугу. Желудок, печень. Край печени покажи к нам. Вот, край печени. Осмотрим желчный пузырь, продольный срез справа налево и поперечный срез сверху вниз. Доходим до порта печени. Вена с белыми стенками, портальная. Надо постараться проследить ее немножко каудальнее. Да, давление значительное, вот собака беспокоится. Двенадцатиперстная кишка. Вот портальная вена. Появляется почка. Здесь удобно сравнивать эхогенность печени и почки. И каудальная полая вена. Для ультразвукового исследования печени этой собаки мы используем датчик 7,5 МГц, микроконвексный. Устанавливаем его в области мечевидного хряща, здесь. Давление на датчик значительное,
получаем продольные срезы печени и наклоняем его под правую реберную дугу, желчный пузырь, 12-перстная кишка, край печени. И плавно переходим под левую реберную дугу, диафрагма, печень, желудок, край печени, острый, хороший. Переворачиваем датчик на 90 градусов против часовой стрелки. Получаем фронтальные срезы, косые и поперечные срезы. Заглядываем под правую реберную дугу, желчный пузырь, 12-перстная кишка. И под левую реберную дугу маятникообразно наклоняя датчик. Прекрасно. Мы исследовали печень. Ультразвуковое исследование почек. Датчик необходимо установить в области пересечения реберной дуги и поясничных мышц. Здесь. Почка будет прямо под датчиком. Почку необходимо исследовать в продольных срезах справа налево. Переворачиваем датчик на 90 градусов против часовой стрелки и исследуем почку сверху вниз. Здесь картинка получилась нечеткая, край шерсти нам мешает. Можно собаку повернуть на бок немножко. Переворачивайся, Мадошечка, лежи, не бойся. Сейчас мы еще раз выведем твою почку. Линия пересечения реберной дуги и поясничных мышц. Датчик устанавливаем в этой точке. Почка сразу под датчиком. Справа налево. Переворачиваем датчик на 90 градусов. Поперечный сверху. Вместе с селезенкой получился. И вниз. Мы исследовали левую почку. Правую почку исследовать сложнее. Положим собаку на спину для начала. В эту же точку устанавливаем датчик пересечения реберной дуги и поясничных мышц. Но направление лучей будет косое под реберную дугу. Надо надавить на датчик. Почка на экране. Продольный срез справа налево. Полностью орган исследуем. В двух взаимоперпендикулярных плоскостях. Переворачиваем датчик на 90 градусов. Срединный поперечный срез. Краниальнее двигаем печень. И каудальнее по почке. Мы исследовали правую почку. Ставим датчик для исследования почки в точку пересечения реберной дуги и поясничных мышц. Мы делаем исследование левой почки, соответственно, ставим датчик слева на собаке. Установили датчик для продольного исследования почки. Качаем его или двигаем в зависимости от размера собаки, скользя справа налево. Переворачиваем датчик против часовой стрелки для поперечного среза, срединный поперечный срез. Двигаем его наверх, то есть краниально, и вниз, каудально по почке. Посмотрели левую почку. Переходим в правую сторону. В этой же области ставим датчик. Почка будет в косом срезе. У нас собака с широкой грудной клеткой, поэтому исследование почки простое. Иногда следует исследовать по межреберным промежуткам. Здесь нам хорошо доступна почка. Качаем датчик маятникообразно справа налево. Сейчас мы уходим медиальнее. Давай положим ее на бочок. Вот так, чуть-чуть. Ага, вот так. Так будет удобнее. Печень. Появляется почка в поперечном срезе. Двигаем датчик каудальнее до полного исчезновения картинки почки с экрана. Этот срез удобен для сравнения эхогенности печени и почки. Сейчас на экране два этих органа. Спасибо. Желудок собаки заполнен газом. Полностью его исследовать сложно. Для исследования желудка в поперечной плоскости мы устанавливаем датчик в области мечевидного хряща. Сразу под датчиком мы увидим желудок. Здесь он заполнен содержимым и газом.
Мы видим перистальтические движения. Для исследования дна желудка мы плавно передвигаем датчик под реберную дугу. Дно желудка будет под левым подреберьем. Мы его исследовали. Для продольных срезов переворачиваем датчик, ставя его в поперечную плоскость. Складки желудка будут направлены вдоль. Под левой реберной дугой дно желудка, под правой пилорический отдел. Спасибо. Это верхний отдел тонкого кишечника. Его очень важно исследовать. Есть несколько путей выведения 12-перстной кишки на экран. Этот путь возможен не для всех собак, это удобная собака, и мы видим прям пилорус и 12-перстную кишку в области порта. Здесь она идет по печени. Вот 12-перстная кишка на экране. Ее S-образный изгиб. Я перехожу на правую брюшную стенку, на правую ее поверхность. Вдоль правой боковой брюшной стенки располагается нисходящая часть 12-перстной кишки. Сейчас я ее выведу. Я качаю маятникообразный датчик, пытаясь вывести 12-перстную кишку. Вот она, фокус я подняла наверх, увеличила картинку. И мы ее четко видим. Ее можно проследить до каудального изгиба. Вот она. Таким образом, мы ее отличаем от тощей кишки. Если мы не можем вывести 12-перстную кишку первыми двумя способами, мы укладываем собаку на правый бок. Органами живота 12-перстная кишка прижимается к правой почке. Датчик мы ставим прям в вырезку стола и выводим правую почку. Над правой почкой, вот она, прижатая 12-перстная кишка. Для исследования желудка датчик установлен в области мечевидного хряща. Поперечный срез. Для исследования дна желудка заглядываем, направляя лучи под реберную дугу левую. Видим селезенку и желудок. Переворачиваем датчик на 90 градусов против часовой стрелки и видим продольный срез желудка. На нем видим только верхнюю стенку, а снизу все. Весь экран экранирован газом. Переход к пилорусу и 12-перстной кишки. 12-перстная кишка. Ее краниальный изгиб располагается, выходит из портальной области и следует по печени. Продольный срез нисходящей 12-перстной кишки. Датчик устанавливаем вдоль правой боковой брюшной стенки. Медленно скользим им и выводим 12-перстную кишку. Она идет вдоль до правого подвздоха. Таким образом мы можем ее отличить от других петель тонкого кишечника, тощей кишки. Не удалось первыми двумя способами вывести 12-перстную кишку, или мы не понимаем, что это она, а не петля тощей кишки. Мы можем собаку положить на правый бок. Органами живота 12-перстная кишка прижмется к правой почке. Мы ставим датчик, как для исследования почки, выводим ее на экран, заглядываем под правое подреберье,
но давление незначительное. И выше почки располагается, выше на экране, располагается 12-перстная кишка. Вот ее перистальтика заметна нам на экране. Таким образом мы исследовали 12-перстную кишку. Тощая кишка занимает всю вентральную поверхность живота, то есть большую протяженность имеет. И сканировать мы его будем, последовательно исследуя весь живот. Устанавливаем датчик для продольного исследования живота и плавно, скользя, сантиметр за сантиметром, исследуем весь живот. Не забываем про боковые поверхности живота. Нам встречаются петли кишечника, продольные и поперечные срезы. Боковая поверхность. Ну и вот дошли до каудальной части живота, мочевой пузырь. Мы исследовали тощий кишечник. Исследования ободочной кишки начинают с области мочевого пузыря. Выводим мочевой пузырь, и дорсальнее мочевого пузыря находим ободочную кишку. Вот она на экране. Тонкая стенка, газ, экранирующий глубже лежащие ткани. Мы переходим к нисходящей ее части, которая располагается вдоль левой боковой брюшной стенки. Качая датчик, приходим к почке, все время сохраняя кишку в поле зрения, и постепенно поворачивая датчик, переходим к поперечной ободочной кишке. Она располагается каудальнее желудка. Мочевой пузырь – это полый орган, заполненный мочой. При его исследовании мы не будем надавливать на датчик. Устанавливаем датчик в продольной сагитальной плоскости. На экране у нас появляется анахогенный мочевой пузырь с тонкой стенкой. У этой собаки он большой, поэтому мы будем плавно скользить датчиком по мочевому пузырю справа налево, постепенно сдвигаясь каудальнее к шейке мочевого пузыря. Это область треугольника мочевого пузыря. Дорсальнее располагается тело матки. Просмотрите, пожалуйста, вот эта трубчатая структура тела матки, ниже сосуды. И вот она, ободочная кишка, которую мы уже исследовали. Переворачиваем датчик на 90 градусов против часовой стрелки и исследуем мочевой пузырь поперек. Стараемся не давить на датчик. Мы исследовали мочевой пузырь собаки. Исследование магистральных сосудов брюшной полости должно входить в каждое ультразвуковое исследование. Сосуды располагаются вентральнее позвоночного столба. Направляем лучи к позвоночнику, ставим датчик на боковой поверхности живота. Видим позвоночник, чуть давление на датчик ослабевает, и мы видим магистральные сосуды брюшной полости. Немножко качая датчик, продвигаемся краниальнее. Ободочная кишка нам встречается. И вот мы подошли вот к этим двум
маленьким сосудом, отходящим от аорты. Это чревный ствол и краниальная мезентериальная артерия. Рядом с ними мы видим надпочечник. Посмотрите, пожалуйста, похожий на сосуд, маленький, но интересный орган. Это он. Мы осмотрели левый надпочечник и магистральные сосуды брюшной полости. Датчик устанавливаем вдоль левой боковой брюшной стенки, оказываем значительное давление и направляем лучи к вентральной поверхности позвоночника. Видим на экране позвоночник, чуть-чуть качаем датчик, давление на датчик снижаем, и у нас появляется магистральный сосуд. Следуем по нему краниальнее, до чревной артерии и краниальной мезентериальной артерии. Вот их выход, я все время говорю, рожки аорты. И в этой области мы можем видеть левый надпочечник. Вот он. Френико-абдоминальная вена следует вентральнее надпочечника. Ультразвуковое исследование селезенки. Селезенка делится на дорсальную и вентральную часть. Дорсальная часть располагается под левым подреберьем и прижата желудком к ребрам, и вентральная часть располагается на животе. Для исследования дорсальной части селезенки датчик устанавливается вдоль левой реберной дуги. Направление лучей под реберную дугу, маятникообразно качаем датчик, снизу ребра, слева желудок. Вентральная часть селезенки располагается поверхностно. Обычно для ее исследования мы делим этот орган на 3 продольные линии. Сначала мы следуем по краниальному ее краю, все время на экране сохраняя краниальный край селезенки и двигаясь по селезенке, используя экран как навигатор. Доходим до хвоста селезенки, она закончилась, и назад к реберной дуге следуем по дорсальному ее краю. Двигаем датчик, все время сохраняем в поле зрения нижний каудальный край селезенки и доходим до реберной дуги. Когда селезенка очень большая, мы двигаемся еще опять в каудальном направлении по селезенке, по 3-й линии, по срединной линии селезенки в области ворот. У нас получаются поперечные срезы. Яркая белая полоса, капсула селезенки. Мы закончили ультразвуковое исследование селезенки. Капсула селезенки четкая. В этом срезе мы видим почку, желудок. И двигаемся постепенно каудально. Если при исследовании селезенки нам встречается какое-то очаговое поражение, мы поворачиваем датчик для продольных срезов этого поражения и исследуем его и в других плоскостях. Поджелудочная железа – это очень маленький орган. В литературных данных отмечается, что она весит 100 грамм, но это растянутый орган в брюшной полости, поэтому исследовать его очень сложно. Мы пользуемся следующими ориентирами. Начнем исследование поджелудочной железы. Собака у нас на правом боку, и в известном нам срезе мы выводим почку правую. Сашка, ко мне поближе чуть-чуть, ага. Вот, правая почка, и над ней будет 12-перстная кишка. Как известно, поджелудочная железа лежит в брыжейке 12-перстной кишки. И в этом срезе она будет несколько медиальнее 12-перстной кишки и будет располагаться, лежать на печени. Почка, 12-перстная кишка
И в этой области мы видим маленький сосудик. Он идет к 12-перстной кишке и поджелудочной железы. Ткань поджелудочной железы располагается вокруг. Гейн мы уменьшаем и увеличиваем картинку. Нам требуется максимальное качество изображения. Вот это место, обратите внимание, вот этот маленький сосудик. Мы исследовали правую долю поджелудочной железы. Правый надпочечник исследовать гораздо сложнее, чем левый надпочечник. Он располагается рядом с левой почкой. Мы выводим левую почку, каудальную полувену, в области правой почки и латеральнее, в данном случае латеральнее каудальной полувены, располагается правый надпочечник. Он не всегда располагается строго параллельно каудальной полувене, поэтому, когда вы его вывели, маятникообразно покрутите датчик. Вот я его вывела. Вот он на экране, обратите, пожалуйста, внимание сюда. Маленький сосудик вентральнее надпочечника, есть френико-абдоминальная вена, по которой мы узнаем этот орган.